Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всего мира, и, конечно же, Рабан Украина не стала исключением. Текущие события изменили нашу реальность, подходы к бизнесу и принятию решений, заставили двигаться гораздо быстрее. Даже в таких условиях клиенты ожидают от логистических компаний поддержания сервиса на прежнем уровне. При этом уровень требований к безопасности и скорости доставки абсолютно не снижается. Откровенно говоря, на первом этапе было достаточно сложно. Мы столкнулись с новыми задачами, которые нужно было решать очень быстро. Оперативная организация удаленной работы, закупка и постоянное снабжение средствами индивидуальной защиты сотрудников в период дефицита. Отдельная тема — доставка сотрудников на рабочие места и тому подобное. В то же время все операционные процессы не должны были останавливаться ни на секунду. Какие выводы удалось сделать лично мне? Слаженная работа нашей команды в сложной ситуации, тесное взаимодействие с клиентами и быстрый обмен информацией помогли нам в работе в этот непростой период. Ощутимой была и поддержка со стороны Европейской бизнес-ассоциации. С уверенностью могу сказать, что компания Рабан Украина, группа Рабан, отреагировали на изменения и вовремя предприняли шаги для поддержания сервиса на высоком уровне. Как же пандемия повлияла на бизнес Рабан Украины? Безусловно, изменились грузопотоки. Увеличился поток продуктов питания, средств индивидуальной защиты, косметики. В то же время увеличился грузопоток менее дорогих товаров. Кроме того, мы разрабатываем решения, которые оптимальные решения, индивидуальные решения совместно с клиентами. Хочу отметить, что снизился объем полнокомплектных международных перевозок, и это понятно, но при этом увеличился грузопоток международных перевозок в составе сборной линии. Увеличился сток грузов на складах. Также в данный период мы имеем большое количество запросов клиентов на услуги ответ хранения. Несмотря на удаленную работу, в целом наши бизнес-процессы практически не изменились, но их эффективность даже повысилась, и сотрудники выполняют в разы больше задач. Изменился формат коммуникации с клиентами. От личных встреч мы перешли в режим видеоконференции. Сотрудники склада и водители работают практически в прежнем режиме. Изменились лишь правила взаимодействия, контроль температуры, обеспечение средствами индивидуальной защиты и тому подобное. В то же время мы активно продолжаем работать над диджитал-проектами. Трудно делать прогнозы на будущее, как же изменится логистика. С уверенностью могу сказать, что ни в коем случае нельзя останавливаться, а всем нам пожелать, естественно, здоровья, успехов и поиска новых решений и возможностей.